Я не славянин, но внешне 100% белый европеец, похож скорее на шведа или финна, но по роду коренной сибиряк. Мы жили в Сибири за несколько тысяч лет до того, как возникла Русь, и даже задолго до того, как произошла тюркизация Сибири. Нас оставалось довольно много здесь, пока 400 лет назад не повалили из-за Урала русские казаки, планомерно уничтожавшие всех белых язычников, как особенно опасных для Московии врагов. Во времена Золотой Орды нас было 17 родов только по Лукоморскому царству. И, наверное, десятки тысяч человек общим числом. При Золотой Орде мы жили неплохо. Потом, во время упадка великих сибирских царств, нас сильно проредили нашествия джунгар, но и они не свели нас на нет. А вот у русских казаков, возглавляемых правоверными попами, получилось лучше на сегодня. Кровных традиционалистов в Западной Сибири чуть больше 200 человек из четвертых оставшихся родов. Но мы сохранили большую часть своей традиции, которая все так же передается из устно по женской линии от бабки к внучке, хотя и старики тоже многое ведают. Это та самая основа, которая дала свои плоды в виде славянской, дохристианской, а позднее и индуистской культуры и мифологии. Нашу традицию ведут по главам корневых родов уже до 560-х с чем-то колен. А если учесть, что за одно колено принимается 25 лет возраст зрелого мужчины, раньше в этом возрасте рождались уже и средние дети, то нетрудно счесть 25-х 560 равно 14 тысяч лет. У нас нет летоисчисления от какого-то древнего события, а наоборот от сего дня и назад в прошлое. Некогда в Сибири существовало несколько крупных царств: Югарье, Зап, Сибирь и Урал, Лукоморье, Низовье Р, Обь и часть побережья Сев, морей несколько Белогорий, Сиянское, Манское, Янское и Д. Беловодье, Верховье Ирия, часть Горного Алтая и другие царства. Несколько веков все это объединялось в Великую Орду, Орду. В Орду входило множество царств, ханств, княжеств, и правили разные правители от разных народов. Золотая Орда – всего лишь правопреемница этого огромного в прошлом военного и геополитического объединения, появившаяся уже фактически на руинах тех великих царств, европейцы в том числе. Русские сохранили лишь крупицы памяти от этой эпохи. Больше всего они контактировали с Югорьем, Югра, Угра. Угра, Югра – это древнее название Печора. Все, что за Печорой, просто называлось Угра, а людей – уграми, югорами, первыми жившими в Зап. Сибири предками были те, кто жил у Лукоморья, на морском побережье, Лукоморьем впоследствии. Называлось и одно из великих сибирских царств. Это довольно конкретное географическое место, бассейн Обь и Томь. Хотя морем нынче тут и не пахнет, но тем не менее по совершенно достоверным геологическим данным, 14 тысяч лет назад, на территории современной Зап. В Сибири существовал огромный, оставшийся после таяния, водоем, с севера еще подпруженный этим ледником. Не море, конечно, в прямом смысле, но все же гигантский водный бассейн, который мы вполне могли принимать за море и сохранили в родовых из устных былях. Абдора. Она была великим княжеством, входившим в состав Югорья и длительное время царства Лукоморья. Территориально Абдора располагалась между Северным Уралом и заливом Обская губа. Именно там весей и было больше всего, в Абдоре. Может, оттого и нарекли их Обда. Название Обда чем-то напоминает также название какого-нибудь народа. Но это и не удивительно, ведь раньше люди по Югорью, большинство диких таежных животных, величали лесными народами, практически приравнивая их по значимости к своим племенам. Конечно, вероятно, есть свидетельства и о более древних подтверждаемых традициях. Но я, к сожалению, с такими пока не сталкивался. Не возьмусь ничего утверждать, но уже очень многие исследователи полагают, что предки славян появились на нашем континенте именно на севере Сибири, постепенно мигрируя в центральные районы Евразии, дойдя на востоке до Тихого океана, на юге до Индийского океана, а на западе до Северного моря и Атлантики. В общем, можно предположить, что именно в среднем и нижнем течении Оби и располагался некий центр, откуда предки славян, а возможно и европеоидов вообще, разошлись потом по всему миру. А вот откуда они сами сюда еще раньше пришли, этого точно даже наши бабки не знают.
Говорят просто сев, ра, но север велик, то, что у нас в традиции сохраняется, почти не подвергалось изменениям несколько тысяч лет, и отчасти напоминает некоторые традиции, бытующие сегодня разве что в Индии. А Русь за это время столько влияний испытала на себе, что многие понятия просто стали с ног на голову. По официальным учебникам истории, освоение Сибири русскими начинается только с походов Ермака. Само славянство территориально ограничивают каким-то крохотным пятачком вокруг Новгорода и Киева. Неправда. Нам принадлежал и принадлежит практически весь Евразийский континент. А Россия была и есть геополитическая правопреемница Великой Орды, Орды. Старики-сибиряки рассказывают удивительные вещи, которые не укладываются ни в какие существующие исторические схемы. Звездочка говорят о том, что белое население ниоткуда не пришло в Сибирь, а всегда жило тут и даже наоборот, расселилось отсюда по всем землям. Звездочка, что мы всегда жили и живем до сих пор в Великой Орде, только иначе ее теперь называем. Звездочка, много других народов жило с нами в Орде. Татары наши братья, но вроде не все, по словам есть белые татары, они нам очень родственный народ, а есть черные татары, то уже помеси. Орда – это своего рода воинское и политическое образование на территории современной СНГ, звездочка для того, чтобы контролировать огромную территорию, собиралась дань, соврем. Налоги, и всегда была воинская повинность. Звездочка, границы Орды тысячелетиями были примерно одинаковыми. И по сей день они почти не изменились. Звездочка на территории ЗАП. Сибири Орда всегда противостояла джунгарам и полчищам других воинственных племен, приходивших села территории современного Китая. Звездочка говорят, что в наших краях были огромные города, такие большие, что и сейчас таких нет. Об Асгарде и Рийском я сам слышал еще в детстве, это был колоссальный древний мегаполис. Но из камня никто ничего не строил, так как понятия были такие, что человек – это чело, даденное душе навек, и ничего из делаемого руками не должно надолго переживать. Человечий век. Фигура Петра I очень в народе нелюбима. Кстати, и у нас его именно Петрушкой презрительно называли, и в России. Этот исторический деятель нанес, пожалуй, наибольший урон нашей общей культуре своими прозападными реформами. По его личным распоряжениям в Сибирь направлялись специальные экспедиции, целью которых был сбор и уничтожение любых документов и артефактов, обнаруживавших древнюю историю великих сибирских царств. Церковь охотно помогала этому, у них даже до сих пор существуют документальные распоряжения насчет находимых в земле языческих древностей. Придворный историк Миллер имел прямое задание сделать Сибирь землей неисторической. И это ему вполне удалось. Нынче в российских учебниках не найти даже упоминаний об огромных городах Тархтарии, хотя, например, эта информация есть в курсах многих университетов Запада, где преподается история. Замалчивают это только от нас. Но кто ищет, тот находит. Сохранились даже казачьи грамоты времен ранней экспансии. Своеобразные отчеты царю об обложенных ими ясаком сибирских городах числом более 70 городов. И это в период наибольшего упадка Тархтарии. В приписках казаков заподозрить невозможно, поскольку этот ясак строго учитывался и отправлялся в Московию. По сути, это были обычные налоговые документы. Скорее всего, им было бы выгоднее занизить число захваченных городов, чем завысить, так что эта информация совершенно объективна. Наши предки в древности были поголовно грамотными, просто письменной грамотой, владели с детства. Причем начертанное письмо было распространено только среди простого люда. Знающие люди послания передавали в виде вязания. В нашей земле спрятан особый памятный камень, который, когда будет освобожден из темницы своей и увидит солнце, будет говорить на разных языках и откроет большие тайны. Кто попало его не найдет, просто мимо пройдет. То есть, буквально, как только коснутся его прямые солнечные лучи, он начнет говорить и ведать тайны, а пока он в темнице, он немой и тусклый, как бутылочное стекло. Это привожу практически дословно. Да, многие воевали, но некоторые также веками держали обеты ненасилия. В моих четвертых корневых родах были не только вояки, но и потомственные кузнецы,
и династии их шли именно от оружейников древности. Я даже в былях о змей-мечах с детства не раз слышал. Но с основанием Золотой Орды по неким мне вполне понятным причинам воинские и оружейные традиции были оборваны. Вероятно, Золотая Орда в основе придерживалась иных принципов, нежели Орда Великая, в которой, собственно, и формировалась культура традиционалистов в том виде, в котором она дошла до нынешних дней. Интересные детали. На основных направлениях, где Орда отражала набеги извне, существуют пункты под названием Колывань, Коловань. Бабка мне как-то рассказывала о том, что такое колываны. Это очень связанное с войной святилище, сооружение из бревен в особых местах, внутри которого и снаружи были места, где сушили для походов провиант и раскладывали раненых в бою воинов для восстановления. В каких именно местах, знали только особые люди, колдуны, волхвы, простой человек, не зная, мог не с той стороны приблизиться и даже умереть или состариться на много лет. А мог и помолодеть. В общем, довольно-таки страшное место были эти колываны, их очень боялись. Святилище Колыван делало вокруг себя странные и подчас страшные вещи, там оживали и бродили кругами покойники, там местами можно было в одночасье посидеть и состариться, а можно было наоборот помолодеть. Следили за святилищем колыванские волхвы, знающие все особенности этого страшного места. Если перед постройкой колывана в тех местах рылись колодца, то после постройки его вода в некоторых из них становилась мертвой, а в других живой. Также в мертвых местах рядами выкладывали раненых в бою и умирающих воинов, чтобы их раны затянулись. А потом переносили в живые места, чтобы набрались сил и встали на ноги. Зазубренные мечи там молодели. А в мертвых местах сырое мясо высыхало, и его брали в боевые походы и на дальние заставы, где оно не портилось месяцами. И всегда они возводились там, где чаще всего происходили побоища. Там же были черные кузни, где кузнецы-колдуны ковали самые совершенные доспехи и оружие. Так вот в Новосибирской области есть Колывань, рядом же в Алтайском крае тоже есть Колывань. И древнее название столицы Эстонии, Колывань, расскажу страшную сказку-быль, слышанную еще в детстве от бабки, о том, как наш в роду отдаленный предок ходил в Колывань за мертвой водой. В семье случилось несчастье, покалечилась младшая сестренка. Лежала израненная, с жаром и в бреду, летом раны быстро начинали гнить. Знающие люди посоветовали добыть мертвой воды, чтобы омыть раны. Достать такую воду можно было только в Колыване. Но идти в Колывань – жуткое испытание, так как место это навье колдовское. Так вот пришлось ему идти в Колывань. Колыванские волхвы указали ему колодец, где была нужная вода. И сказали: время не теряй, один раз ворот повернешь, на 5 лет состаришься, 2 раза еще настолько же, а если бадью упустишь, то не успеешь снова вынуть, от старости на месте умрешь. Но он не убоялся и пошел к колодцу. Принес полную катку мертвой воды волхвам, но стал совсем седой и дряхлый, как столетний дед. Тогда самый старый волхв, видя его бесстрашие, поднял белый камень и кинул его далеко в сторону самого Колывана, повелев принести его ему. И, уйдя туда седым стариком, испытуемый, принес волхву белый камень, снова став молодым, как и прежде. Вернулся он в родные места, принес и мертвую воду, и белый камень. У сестры его быстро на ногах раны зажили, как омыли их этой водой. А камень, положенный у изголовья, в нее силы вселил, стала она еще краше и веселее прежнего. А камень этот в роду хранили как святыню, он обладал чудесной исцеляющей силой. Китайская стена, по мнению некоторых специалистов в фортификационном искусстве, изначально строилась как оборонительная линия для отражения атак не с севера, а именно с юга и юго-востока. Это было примерно в эпоху расцвета Орды Великой. То есть мнение, что построена эта стена была нами. Позже она неоднократно перестраивалась и достраивалась уже самими жителями Поднебесной. Сообщение между государствами было гораздо более активным, чем представляется сегодня. И не за 500 лет до казаков, а гораздо раньше и чаще. Северный морской путь, согласно нашим былям, существовал еще 3,55 тысячи лет назад, и караваны из лодий ходили морем, а потом вверх по сибирским рекам и обратно, регулярно.
Жили действительно селами, городищами, но были раньше в Сибири и, на удивление, крупные города. Причем с развитой системой коммуникаций, судя по всему, и даже с таким прообразом метро. Из-за снежных зим и, видимо, весьма хаотичной малоэтажной застройки по узким улочкам перемещать грузы, товары бывало проблематично. Поэтому, когда город разрастался до определенных размеров, под ним рыли из конца в конец, крест на крест, его пересекающие тоннели. Причем весьма широкие два параконных воза или две боевые колесницы свободно разъезжаться могли. Об этих тоннелях и до сих пор по Западной Сибири легенды ходят. Многие роды наши предпочитали жить оседло, не меняя места в течение зачастую сотен колен. И села называли свои именно родовые села. То есть, вполне можно допустить, что когда-то, получив от местного правителя право на землю с последующим ее наследованием потомками, люди обживались там, и поселение сперва приобретало вид некоего хутора, скита. Затем постепенно разрасталось и превращалось из родового поселения, поместья, в село и даже городище. Во времена древних царств в Сибири строились максимум деревянные, а то и полуземляные постройки. Считалось, что жилище, как и сам человек, должно служить всего навек, людской век, то есть соблюдался принцип сосуществования и ненанесения вреда окружающей природе. К тому же топоры, нужные для постройки домов, тоже ведь из чего-то делались, из железа, естественно. На современной территории Кузбасса, где есть и железорудные месторождения, и огромные запасы каменного угля, местами выходившие даже на поверхность, в древности был очень развит железоделательный промысел. Он был стратегически важным, ведь территория Западной Сибири постоянно подвергалась набегам племен из Северного Китая, а впоследствии джунгар оружие было необходимо как воздух. И в эпоху ранней бронзы Югарье и некоторые другие древние царства Сибири имели огромную фору в плане обладания самым совершенным на то время оружием. Выплавляли железо едва ли не в каждой второй семье, очень многие кузнечили. Оттого древнее название территории Кемеровской области – Кузнецкая земля. И отдельные роды и семьи, и целые деревни занимались добычей и привозом руды, в то время как другие специализировались на добыче угля. Есть в наших местах деревни Пестери, древнее название. Там в свое время изготавливали лучшие пестери, берестяные заплечные короба для переноски угля, лошадь не всяк мог себе позволить. А иные специализировались на выплавке и кузнечном ремесле. Бывало, что в каждом доме какого-нибудь селения была земляная плавильня. Совсем небольшая печь с мехами, либо подземным подувом, какие были и в Аркаиме. Железо тогда ценилось равновесно золоту. И для охраны обозов с оружием и стальными чушками, по трактам и конным тропам квартировались охранные артели, дружины. Например, современный поселок Артышта, той же Кемеровской области, был в старину называем не иначе как Ордаста, дружина-сотня. О ней чуть ли не легенды до сих пор у коренных язычников рассказывают идеально вооруженные и закованные с головы до пят в лучшие стальные латы воины. И это, судя по всему, 3-4 тысячи лет назад, задолго до того, как римская пехота с голыми жопами и деревянными щитами бегала. Промысел был действительно очень развит. Железо даже в виде слитков шло на обмен, причем даже в дальние страны. Это сейчас подтверждается исследователями, которые по химическому составу металла определяют, к какому месторождению и времени он относится. И Аркаим не исключение, там это тоже проявляется очень ярко. Вообще прославянская ведическая цивилизация